Когда на оживленной трассе маленькая сова начала агрессивно атаковать проезжающие машины, все решили, что птица просто сошла с ума. Но когда офицер полиции заметила странный блеск на ее лапке, она поняла, это не просто совпадение. То, куда привела их эта птица, повергло в шок все местное отделение полиции. В тот обычный рабочий день офицер Сара получила странный вызов, от которого она сначала не могла сдержать скептической улыбки. Сообщение гласило о маленькой сове, блокирующей движение на оживленной дороге. Казалось бы, что может быть проще отогнать птицу и восстановить движение, но эта история оказалась началом чего-то гораздо более удивительного и трогательного. Прибыв на место, Сара увидела невероятную картину. Крошечная сова, едва заметная на фоне огромных грузовиков, действительно остановила движение на целой полосе дороги. Но что поражало больше всего, это решительность маленькой птицы. Она не просто стояла на месте, а активно защищала свою позицию, издавая громкие крики и совершая короткие перелеты, но никогда не покидая выбранное место. В ее поведении чувствовалась какая-то особенная настойчивость, словно она пыталась что-то сказать. Когда Сара осторожно приблизилась к птице, произошло нечто удивительное. Вместо того, чтобы улететь, маленькая птица доверчиво прыгнула ей на руку. Теперь вблизи офицер могла разглядеть, что это был птенец с взъерошенными перьями и большими желтыми глазами. Но самое интересное обнаружилось на лапке птицы — металлический шнурок с чем-то похожим на маленький синий камень, отражающий свет. Попытки переместить сову с дороги оказались тщетными. Каждый раз она упрямо возвращалась на то же место. С помощью водителя по имени Рэй удалось организовать объезд, и у Сары появилось время внимательнее изучить необычную ситуацию. Именно тогда она заметила, что предмет на лапке совы был не просто украшением, а чем-то более значимым. Для помощи был вызван местный эксперт по дикой природе, доктор Стивен Митчелл. Его опыт работы с хищными птицами мог помочь разгадать загадку этого необычного создания и тайну предмета, который оно носило. Когда Стивен прибыл и осмотрел сову, он был поражен не меньше Сары. За годы работы он никогда не сталкивался с подобным поведением птицы. После тщательного осмотра доктор Митчелл определил, что загадочный предмет на лапке совенка был трейл-маркером, особым кулоном, который используют туристы для обозначения своих маршрутов. Это открытие привело к неожиданному повороту в расследовании. Выяснилось, что кулон принадлежал пропавшему туристу по имени Роберт, который недавно не вернулся с похода. Теперь все обретало смысл. Маленькая сова не просто случайно оказалась на дороге, она пыталась привлечь внимание людей. Это казалось невероятным, но других объяснений не было. Сара и доктор Митчелл решили довериться инстинктам птицы и последовать за ней в лес, надеясь, что она приведет их к Роберту. Их необычное путешествие превратилось в настоящее приключение. Сова летела впереди, периодически останавливаясь и дожидаясь людей, словно настоящий проводник. Она вела их через густой лес, показывая путь своими короткими перелетами с ветки на ветку. Каждый ее крик, каждый взмах крыльев казался знаком, указывающим верное направление. По пути они находили все больше доказательств того, что идут по следам пропавшего туриста. Отпечатки ботинок, сломанные ветки, метки на деревьях. Лес словно рассказывал им историю, и их маленький пернатый проводник был ключом к ее разгадке. Сара и доктор Митчелл уже не сомневались в способностях совы. Из милого, но странного существа она превратилась в их глазах в благородное создание, способное на настоящий подвиг. После нескольких часов пути группа вышла на поляну, где обнаружили следы недавнего лагеря, остывшие кострища и разбросанные консервные банки. В палатке они нашли дневник Роберта, из которого узнали удивительную историю его дружбы с совой. Он писал о необычайной связи, возникшей между ними, о том, как птица составляла ему компанию
и давала надежду в самые трудные моменты. Местность становилась все более опасной. Крутые обрывы, скрытые расщелины, неустойчивая почва. Но они не могли остановиться, зная, что где-то там нуждается в помощи человек. Сова становилась все более беспокойной, ее крики стали настойчивее. В какой-то момент она резко слетела с плеча Сары и устремилась в темноту леса. Следуя за ней, они обнаружили скрытый вход в небольшую пещеру, которую легко можно было пропустить, если бы не настойчивость их крылатого проводника. И там, в пещере, они нашли Роберта, измученного, обезвоженного, но живого. Когда сова подлетела к нему, его глаза наполнились слезами радости. Это был момент невероятного единения человека и птицы, момент, который никто из присутствующих никогда не забудет. Роберт рассказал, как познакомился с Савенком во время своего похода, как она начала следовать за ним повсюду, а затем, когда он попал в беду, оставила его, но лишь для того, чтобы привести помощь. Он надеялся, что кто-нибудь поймет знак кулон, который он передал птице, и его вера оказалась оправданной. История спасения Роберта быстро разлетелась по городку, превратившись в легенду о необычайной дружбе человека и Савенка. Маленькая птица стала местной героиней, символом того, что связь между миром людей и природой не потеряна. Нужно только быть внимательнее и доверять своему сердцу. Сейчас Роберт полностью восстановился, а его семья не устает благодарить всех участников спасательной операции: офицера Сару, доктора Митчелла и, конечно же, маленькую сову-героиню. Эта история стала напоминанием о том, что чудеса случаются, особенно когда мы готовы увидеть необычное в обычном и довериться тем, кого привыкли считать слабее себя. Жители городка теперь с особым трепетом относятся к совам, которых можно увидеть в окрестных лесах. Они знают, что за этими большими глазами и маленьким тельцем может скрываться душа настоящего героя. А история о совенке-спасательнице передается из уст в уста, напоминая всем о том дне, когда маленькая птица совершила большой подвиг, доказав, что размер не имеет значения, когда речь идет о спасении жизни.